Друзья, всем привет! У многих у нас дома есть всякие разные электронные устройства, всякие пульты, там всякие игрушки для систем умного дома, просто игрушки на радиоуправление детские, куча-куча-куча всего. И чтобы все это работало, для всего этого нужны батарейки, огромное количество батареек, которые, конечно же, достаточно быстро садятся. И поэтому более экономные и умные люди покупают себе аккумуляторы. И сегодня я хочу рассказать про разные аккумуляторы с AliExpress, а именно про две самые популярные марки, это Palo и PKcell формата 2А и 3А. Что из этого лучше выбрать, как оно работает, как долго ходит, ну, в общем, обо всем подробно. Поехали! Итак, как я уже сказал, для всего, чтобы работало дома всякие разные умные устройства электронные, надо куча батареек. Раньше тоже покупали там в огромном количестве эти батарейки в любых там магазинах и так далее продуктовых, после чего перешли, конечно же, на аккумуляторы. Причем аккумуляторов куча и куча разных, если так посмотреть, есть и дешевые, и дорогие, и называются они как-то там по-разному, но на всех с большего пишут одно и то же. На формата 2А обычно пишут от 2 до 3000 мА, на формате 3А пишут в районе 1000-1500 мА. Кто-то врет, кто-то не врет, но вот вам две самые популярные марки. Это PKcell и Palo. У меня этих аккумуляторов достаточно много, уже причем есть и новые поставки, и некоторые я использую уже больше года. В целом качество плюс-минус приходит одно и то же. Но есть разница и в цене, и на самом деле в работе. Допустим, те же самые PKcell, они подороже. Но забегая наперед, я скажу честно, они и работают подольше, чем те же самые Palo подешевле. Есть такое интересное русское поверье, которое гласит, что чем тяжелее батарейка, тем, она лучше, тем она дольше будет работать. Честно скажу, PKcell-овские батареи, они потяжелее, чем полошные. Разница может там в граммы, на самом деле совсем ничего, но сам факт, они действительно потяжелее. Вот жалко нет весов граммовых, чтобы все это дело проверить. И, наверное, не зря. Проверять мы все это дело будем вот таким вот зарядником. Купил себе также такой вот зарядник литокаловский, модель Li M4. Он заряжает как 2А батареи, так и 3А. Здесь все это дело двигается. Также он может, кстати, заряжать и аккумуляторы на 3,7 вольта, которые идут литий-ионки, абсолютно разных размеров, тут от 26 650 до каких-то маленьких 10 440, понятно, 18 650 сюда влазит легко и так далее. И даже если здесь поставить один аккумулятор 18 650, то вот эта штука еще и в Powerbank в придачу превратится. У нее есть выход out на 5 вольт. Работает от обычного зарядника через USB Type-C. В общем, удобная штука. Ставим в нее наши 2А, 3А батарейки и обязательно прогоним через тест. Она не только может замерять, но и тестирует и показывает здесь емкость в миллиамперах. Вот и узнаем, обманывают нас китайцы или нет. Итак, друзья, первый тест прошел, и что мы можем видеть? Вот у нас, пожалуйста, первые две, это вот эти желтенькие. И вот эти вот две у нас черные Palo. Обе, как заявляют и один, и другой производитель, напомню, на 1000 мАч. Что по факту? Что нам показывает данные зарядные после теста? Значит, первое, как видим, совпадает 988. Второе 933, плюс-минус то же самое с небольшим отклонением. А вот третье всего лишь 423. И четвертое 400. Соответственно, здесь, реально почти по 1000. Плюс-минус 10%. Здесь же даже нет и половины. Как-то так. Причем хочу заметить, как я уже говорил, у меня эти аккумуляторы уже около года. И одни, и вторые. Я их заказывал практически одновременно. Но при этом даже со старта показатели у них были практически точно такие же. В этих по 1000, а в этих по 400, по 450, не более. То есть они уже такие идут из коробки изначально. Ну а теперь давайте проверим аккумуляторы
2А. Итак, прошло куча времени, тест на аккумуляторы 2 тоже закончен. И что же мы можем видеть? Ну, изначально, как я уже говорил, по маркировке. Вот эти, которые зеленые, самые популярные, PL-Cell или PIS-Cell, я точно не знаю, как они называются, на них написано 2.2, а на Palo написано 3000. Что же нам говорит литокаловский зарядник? А говорит он нам о том, что в зеленых аккумуляторах у нас 2.226 и 2.178 соответственно. То есть именно то, что указано непосредственно на аккумуляторе. 2.200, плюс-минус немножко. А по ложке у нас 1439 и 1285 соответственно. Ну, а указано 3000. То есть, как видим, опять же, показатели в 2 раза меньше, чем указано. Опять же, подбирают, к сожалению. Положенных аккумуляторов у меня, кстати, достаточно много. Там порядка, штук 12 или 16 точно. И все они вот по такому вот показателю. 1300, 1500. Так что ни о каких 3000 речи здесь не идет. Вот так. Ну, вот такие вот тесты у нас с вами получается. Как видите, аккумуляторы PK-Cell, причем по названию здесь так написано, не всегда понятно. Если не вчитаться там на английском, то PIS-Cell, либо PL-Cell, на самом деле PK-Cell. Они гораздо лучше, чем положенные. Положенные пишут пускай и больше, и стоят они чуть дешевле, но по факту, как видите, половины емкости здесь даже нет заявленной, как в этих, так и в 3А-шках. 2А как PK-Cell, так и 3А PK-Cell показывают себя отлично. То есть то, что есть по факту, то и есть на самом деле то, что пишут. Причем у меня уже было одно видео на канале про аккумуляторы, вот на него будет ссылочка. Мы тогда тестировали аккумулятор Palo, именно 9-вольтовую крону. Я их использую в телескопе, в машинке, который постоянно подкручивает его по звездному небу. По сути, суть та же. Написано одно, по факту в 2 раза меньше. Поэтому Palo поддерживает свою марку. Пишут одно, по факту другое. И те, и эти аккумуляторы у нас приходят вот в таких вот фирменных коробочках. На Palo написано Palo, на PK-Cell написано PK-Cell. Удобная вещь, кстати, в них вообще отлично хранятся аккумуляторы. Как 2, так и 3А. Сложил, кинул, ждешь. Саморазряд у них плюс-минус одинаковый. Со временем, когда они просто лежат, они действительно подсаживаются. Как одни, так и вторые. Но, опять же, мне кажется, что эти как-то садятся больше. Либо это просто кажется, может, от того, что изначально у них меньше заряда. Поэтому, если вы где-то хотите их сразу использовать, то лучше их минимально подзарядить, опять же, в заряднике и вперед пускаем в работу. Ссылки на все эти аккумуляторы и на зарядник, как обычно, оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Думаю, будет полезно. А на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!